Природные катастрофы, эти неотъемлемые спутники человечества, являются одним из наиболее впечатляющих и одновременно устрашающих проявлений силы нашей планеты. Они представляют собой события, которые не поддаются полному контролю и предсказанию, и способны в одно мгновение изменить ландшафт, разрушить инфраструктуру, уничтожить имущество и, что самое печальное, унести жизни сотен, тысяч, а иногда и миллионов людей. Землетрясения, извержения вулканов, сходы лавин, масштабные наводнения, ураганы, разрушительные торнадо и смертоносные цунами – это лишь некоторые из тех бедствий, которые могут обрушиться на человечество. Эти явления природы, происходящие вне зависимости от воли людей, напоминают нам о нашей уязвимости и о том, что мы лишь часть огромной, постоянно меняющейся системы. Они подчеркивают необходимость осознания силы и непредсказуемости природы, готовности к любым вызовам и умения адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей среды. В рамках данного текста мы обратим особое внимание на цунами, одно из самых устрашающих и разрушительных природных явлений. Автор видео, о котором идет речь, предоставляет всесторонний анализ механизма возникновения цунами, описывает характерные признаки приближения волны и, что является наиболее важным, предлагает проверенные методы и стратегии, позволяющие сохранить жизнь в случае угрозы. Знания, представленные в этом материале, бесценны для тех, кто проживает в сейсмически активных районах или планирует путешествия в зоны, подверженные цунами. Эти знания — это не просто теоретическая информация. Это жизненно важный инструмент, способный помочь принять правильные решения в критических ситуациях, когда на кону стоит жизнь. Слово «цунами», заимствованное из японского языка, является выразительным примером того, как явления природы находят свое отражение в языке. В буквальном переводе оно означает «волна в гавани», что точно отражает разрушительное воздействие этого природного явления на прибрежные территории. Япония, расположенная на стыке тектонических плит и окруженная океаном, является одним из наиболее подверженных цунами регионов в мире. Здесь, где подводные землетрясения, извержения вулканов и другие сейсмические события происходят регулярно, цунами стали неотъемлемой частью истории и культуры. Японцы, на протяжении многих веков, живущие бок о бок с этим грозным явлением, накопили огромный опыт и глубокое понимание цунами, их природы, механизмов возникновения и способов защиты от разрушительных последствий. Истории о цунами передавались из поколения в поколение, формируя знания и навыки, необходимые для выживания. Именно японские моряки, вернувшись из плавания и столкнувшись с последствиями разрушительной силы цунами, разрушенными гаванями и домами, дали этому явлению столь запоминающееся и емкое название. Они, находясь в море, не видели саму волну, но почувствовали ее последствия, что и стало отправной точкой для понимания и описания этого явления. В открытом океане цунами не представляет прямой угрозы для судоходства. Высота волны обычно не превышает 1 метра, а ее длина может достигать сотен километров, распространяя энергию на огромные расстояния. Однако, приближаясь к берегу, цунами начинает стремительно набирать высоту, превращаясь в мощную и разрушительную стену воды, способную сметать на своем пути любые преграды. Цунами — это не просто волны, это мощные и опасные природные явления, чаще всего возникающие в результате подводных землетрясений. Смещение земной коры под водой вызывает мощные колебания, которые распространяются во все стороны, формируя гигантские волны. Эти волны, двигаясь с огромной скоростью, способны пересекать океаны, сохраняя свою разрушительную силу. Другими причинами возникновения цунами могут быть извержения подводных вулканов, оползни на морском дне, а также падение крупных метеоритов в океан. Независимо от причины, конечный результат один – огромная масса воды, несущая колоссальную энергию и способная нанести колоссальный ущерб. Опасность цунами заключается не только в их разрушительной силе,
но и в скорости распространения и непредсказуемости. Предсказать точное время и место возникновения цунами, а также оценить его масштабы, чрезвычайно сложно, что затрудняет своевременное предупреждение населения и организацию эвакуации. Время между возникновением цунами и его приходом к берегу может быть очень коротким, оставляя людям мало времени на реагирование. Кроме того, следует учитывать, что цунами могут проходить незамеченными в открытом море, что усложняет их обнаружение. Именно поэтому так важны знания о признаках приближения цунами и правилах поведения в случае угрозы, позволяющие значительно повысить шансы на выживание. Ключом к выживанию во время цунами является сочетание знаний, умение быстро принимать решения и соблюдение правил безопасности. Существуют определенные признаки, которые позволяют распознать приближение цунами, и, что не менее важно, правила поведения, которые необходимо соблюдать, чтобы минимизировать риски и защитить свою жизнь. Первое. Раннее обнаружение и распознавание признаков. Одним из наиболее явных и часто встречающихся признаков приближающегося цунами является необычный и резкий отлив воды от берега, который обнажает значительную часть береговой линии. Вода как будто отступает, создавая иллюзию, что океан отступает навсегда. Этот феномен является прямым следствием действия цунами, когда вода уходит в море, готовясь к последующему мощному приливу. Важно понимать, что время между началом отлива и обрушением волны ограничено. Скорость волны у берега уменьшается, но гребень, напротив, растет. Поэтому, как только вы заметили резкий отлив, немедленно начинайте эвакуацию. Чем глубже океан, тем выше будет цунами. После начала отлива у человека может быть всего 15-20 минут на то, чтобы покинуть опасную зону. Необходимо как можно быстрее удалиться от береговой линии и двигаться вглубь суши, по меньшей мере на 10 километров, а лучше подняться на возвышенность. 2. Опасность последующих волн и их непредсказуемость. Нельзя забывать о том, что цунами редко ограничиваются одной волной. Как правило, после первой волны, которая уже может нанести огромные разрушения, следует вторая, третья и последующие волны, каждая из которых может быть еще выше и мощнее предыдущей. Поэтому крайне важно, чтобы, пережив первую волну, вы не возвращались сразу же на место, где она обрушилась. Вторая и последующие волны, не встречая препятствий в виде разрушенных зданий и сооружений, способны нанести еще больший ущерб. Помните, что цунами непредсказуемы. Даже если вам кажется, что все стихло, не исключена возможность появления новой волны. 3. Слушайте медиа и будьте всегда в курсе событий. Никогда не полагайтесь только на визуальные признаки, такие как резкий отлив. Если вы планируете поездки в районы, подверженные цунами, необходимо постоянно слушать местные новости, следить за сообщениями в СМИ и использовать все доступные каналы информации. Местные средства массовой информации часто предупреждают о возможных землетрясениях и связанных с ними угрозах цунами. Следите за информацией, которую предоставляют местные власти, узнавайте о планах эвакуации и других важных инструкциях. Своевременное получение информации может спасти вашу жизнь. Установите на свой телефон приложение, которое предупреждает о землетрясениях и цунами, и настройте его на получение уведомлений для интересующих вас районов. Природные катастрофы, такие как цунами, напоминают нам о том, что мы живем в мире, где существует неограниченная и не всегда понятная сила природы. Эти события могут произойти в любой момент, и мы не можем полностью контролировать их. Однако, обладая знаниями, умением распознавать признаки угрозы и соблюдать простые правила безопасности, мы можем значительно повысить свои шансы на выживание и минимизировать возможный ущерб. Знания о цунами, их механизме возникновения, признаках приближения и правилах поведения – это не просто теоретическая информация. Это жизненно важный инструмент, который может спасти вашу жизнь и жизни окружающих. Помните, что ваша безопасность
зависит от вашей бдительности и готовности к действиям. Регулярно обновляйте свои знания о цунами и других природных катастрофах. Учитесь распознавать признаки угрозы и всегда будьте готовы к эвакуации. Следите за новостями. Прислушивайтесь к рекомендациям экспертов и местных властей. Знайте, что подготовка к возможным бедствиям – это проявление ответственности не только перед собой, но и перед окружающими. Ваша готовность к действиям может стать решающим фактором в борьбе со стихией. И помните, что сочетание знаний, осторожности и оперативных действий – это лучший способ защитить себя и своих близких от разрушительной силы цунами.